Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю связать такие миленькие шортики. Разберем с вами размеры от 0 до годика. Узорчик будет немножко отличаться, но принцип узора остается тем же. Здесь можно использовать как ленточку, так и веревочку, как я. Это вот передняя часть. Так выглядят они сзади. Миленькие шортики. Итак, для работы я использовала ниточки фирмы Alize Cotton Gold. В 100 граммах 330 метров. Состав, если интересно, 55% хлопок, 45% акрил. Ниточки мягенькие. На такие шортики хватает пол клубочка. Итак, вязала я спицами круговыми 2,5 миллиметра. И чулочные спицы использовала для вязания резиночки. Тоже 2,5 миллиметра. Если вы хотите шорты немножко шире, то после резинки используйте круговые спицы номер 3 миллиметра. Да. Итак, пригодится нам также крючок 4 миллиметра. Плохо видно. Не хочет фиксировать. Ну, в общем, это крючок у нас 4 миллиметра. Для вязания шнурочка я использовала крючок 2 миллиметра. Также щипчики понадобятся. Ниточка контрастного цвета. Любая вообще, абсолютно без разницы. По толщине примерно можете смотреть такую же пряжу, как и это. И иголочка для закрытия петелек. Ну и для того, чтобы спрятать ниточки. В принципе, на этом все. Можно начинать. Так, берем ниточку контрастного цвета. Крючок номер 4. И начинаем вязать цепочку из воздушных петель. Нам надо провязать цепочку для моего размера 94 воздушные петли. Для ваших размеров вы можете видеть на экране. Таким образом делаем 94 петли. Сделали нашу цепочечку. И можно теперь обрезать ниточку. Больше эти нитки нам не пригодятся. Теперь берем ниточки основного цвета. Берем спицы 2,5 миллиметров. Теперь внимательно смотрим. У нашей цепочки имеется несколько сторон, да? Вот это вот лицевая сторона, где идет косичка, и есть задняя сторона. Вот на задней стороне хорошо видно так называемые петельки. Мы теперь должны просунуть нашу спицу в эту петельку и вывязать из нее основной ниточкой петлю. Проще всего это делать крючком. Только крючок надо, наверное, поменьше взять, чем 4 миллиметра, чтобы он хорошо входил в эти петельки.
Так, вот лицевая сторона, вот изнаночная. Вот она наша петелька. Мы в нее вдеваем крючочек и продеваем через нее петельку. Первая петля готова. Вот так. Дальше вот вторая петля. Мы в нее вдеваем крючок. И вытаскиваем вторую петлю. 2 петли готово. Дальше вот опять идет наша петелька. Мы в нее вдеваем крючок и вытаскиваем третью. Вот так. И переносим эти петельки потом на спицы 2,5 миллиметра. Можно попробовать и спицей. Подхватываем. Вот, петелька готова. Следующую подхватываем. Еще одна петелька готова. Итак, для моего размера мы должны с вами набрать 92 петельки. Так как мы набирали 94, можно набрать чуть больше количество воздушных петель на цепочке. Ничего страшного, просто в конце как бы останется хвостик. Он потом распустится и уберется. Встретимся, когда петельки будут набраны. На спицах у меня получилось 92 петли и небольшой хвостик. Видимо, я немножко обсчиталась при наборе. Но лучше в плюс обсчитаться, чем в минус. Теперь мы должны с вами замкнуть вязание в круг и начать вязать по кругу резинкой 2 на 2. Замыкаем в круг и начинаем с 2 лицевых петель. Вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. И так чередуем. 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, мы продолжаем вязание по кругу лицевыми и изнаночными петельками резинкой 2 на 2. Можете себе здесь в начале поставить маркер, чтобы не потеряться. Так, мы должны с вами будем провязать резинкой для всех размеров 8 сантиметров. Встретимся, когда провяжем 8 сантиметров резинкой 2 на 2. Мы провязали с вами 8 сантиметров резинкой 2 на 2. Теперь мы должны ее соединить. Для этого нашу нижнюю часть мы подгибаем вовнутрь, достаем с другой стороны. На этом этапе нам понадобится или дополнительная спица. У меня это дополнительная спица. Или ниточка, или еще что-нибудь. Кому как удобно. Кто-то вообще ничего не берет и провязывает так. Итак, нам с вами надо распускать нашу цепочку. Начинаем ее распускать. Так, вот этот вот хвостик. Мы должны его распустить. Немножко неудобно. Так. И вот здесь. Вот. Все. Ну, теперь понеслась. Дергаем за веревочку, и наши петельки освобождаются. Мы должны подхватывать эти петельки. 1, 2, 3. Распускаем дальше. И петельки освобождаются. 4, 5, 6, 7. Итак, мы должны с вами освободить все петельки. Но я буду это делать постепенно, не сразу. Так. Теперь мы должны их соединять.
Берем нашу рабочую спицу, находим нашу ниточку рабочую, вот она. И теперь провязываем вместе лицевыми петельками. То есть мы берем с первой спицы и со второй спицы и провязываем вместе лицевой петелькой. Снимаем с двух спиц. Следующую петельку, одну и вторую петельку с другой спицы со вспомогательной провязываем вместе лицевой. Опять третью петельку с рабочей вспомогательной спицы снимаем. Вот так. Провязываем вместе, вернее. Получается у нас соединение. То есть будет внутри кармашек, куда мы с вами вставим потом или ленточку, или шнурочек, кому что больше нравится. И так постепенно по одной петельке, пока мы не закроем с вами круг, наш ряд. Вот так. Следующие петельки опять мы должны распускать с вами. Распускаем цепочку. Ой, простите, в зубах держу. Распускаем цепочку и переснимаем петельки на вспомогательную спицу. Можете сразу, если у вас есть желание, взять и на круговые те же самые спицы переснять все петельки. Ну или на чулочные. Просто не очень удобно будет, потому что мешаться будет со всех сторон. Или делайте так же, как и я, постепенно снимайте. Так, несколько петель мы сняли и продолжаем соединять наши петельки. Это будет очень долго, поэтому весь процесс я снимать не буду. Встретимся с вами, когда уже провяжем, соединим, вернее, петельки со вспомогательной ниточки. Вот таким образом. Мы соединили с вами петельки, замкнули наш круг. На спицах у нас получилось 92 петли. Для моего размера от 0 до 3 86 петель и от 6 до 12 98 петель. Теперь нам надо для нашего узора, для моего размера, надо добрать 8 петель. Для ваших размеров вы видите на экране. Итак, 8 петель, ну приблизительно. Можем взять маркеры. Так, раз, два, три. Возьму 7 маркеров. Начну отсюда. Потом сделаю примерно здесь прибавочку. Здесь где-нибудь сбоку. Здесь вы расставляете свое количество, сколько вам надо будет прибавить. Так. Так. Ну и где-нибудь вот тут. Итак, начинаем. Прибавки я буду делать накидами. Делаю накид от себя. Дальше провязываю лицевыми до следующего маркера.
Довязали до маркера. Теперь мы его снимаем. Он нам больше не понадобится. Можем его повесить в начало ряда, чтобы нам не запутаться. То есть это будет у нас центр задней части. Так, вяжем накид, делаем нашу прибавочку и провязываем до следующего маркера. Так шумят. Довязали до маркера. Маркер мы убираем. Делаем прибавочку. И вяжем лицевыми до следующего маркера. И так мы делаем прибавки до конца. Встречаемся в конце ряда. Закончили с вами ряд с прибавками. У меня на спицах получилось 100 петель. Для размера от 0 до 3 96 петель должно быть. И от 6 до 12 112 петель на спицах. Итак, теперь мы должны с вами расставить маркеры для вязания ростка. Итак, я буду говорить для моего размера, то есть от 3 до 6. Остальные размеры вы увидите на экране. Итак, отсчитываем от нашего центрального маркера, от центра спинки, 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ставим маркер. Дальше 6 петель. 2, 4, 6. Ставим маркер. Дальше опять 6 петель. 2, 4, 6. Ставим маркер. И еще раз 6 петель. 2, 4, 6. Ставим маркер. Итак, поставили на 6. Теперь нам надо отсчитать 32 петли. Это будут петли переда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Это петли переда. Ставим маркер. С другой стороны, так же как и с этой стороны, мы должны отсчитать с вами 3 раза по 6 петель. То есть первый раз отсчитываем 6 петель. 2, 4, 6. Ставим маркер. Еще раз 6 петель. 2, 4, 6. Маркер. И еще раз 6. 2, 4, 6. Ставим последний маркер. У нас на спицах должно остаться до конца 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Итак, маркеры мы с вами расставили. Теперь разберем схему узора. Схема для 3 размеров разная. Так, сейчас я приближу. Вот так. Итак, от 0 до 3 схема узора начинается от красной линии, вот этой. Заканчивается здесь. То есть дальше схема повторяется. На схеме указаны только лицевые ряды, потому что мы с вами вяжем по кругу. От размеров от 6 до 12 вяжется в 28 петель узор. То есть идет узор от этой линии. Итак, так как мы вяжем с вами сейчас укороченными рядами, то здесь на схеме указаны только лицевые ряды. То есть если у нас идет второй ряд, а мы вяжем с вами в изнаночном ряду, то там, где у нас идут изнаночные петли, мы их провязываем лицевыми, соответственно, чтобы они у нас на лице были изнаночными петельками. Итак, это у нас изнаночные петли. Там, где пустой квадратик, это лицевые петли. И узор повторяется по кругу. То есть вы начинаете с 24, идете вперед и повторяете уже здесь
после первого опять с 24 или с 28, да, для размеров от 6 до 12 месяцев. Можете себе сделать скрин или перерисуйте себе сами, поставьте на паузу, как вам удобно будет. Итак, схема для размера от 3 до 6 месяцев. То же самое, но в 20 петель идет схема. То есть изнаночные петли указаны черточкой, лицевые петли указаны пустыми квадратиками. Начинаем с 20, заканчиваем единицей и опять повторяем наш узор с 20. То есть так мы будем с вами встраивать узор в наши шортики. Так, ну что, приступим. Если вы разобрались, вы можете связать самостоятельно. Если нет, то можете продолжить вязание вместе со мной. Для моего размера узор начинается с одной лицевой. То есть я провязываю одну лицевую. Так как мы сделали здесь прибавку с вами в самом начале, мы ее должны провязать скрещенной лицевой петлей. То есть мы ее провязываем за заднюю стенку. Вот так. Дальше по узору у нас идет 2 изнаночные петли. Потом 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Опять должно быть 2 лицевые. У нас тут прибавка. Прибавку мы провязываем скрещенной за заднюю стенку лицевой петлей. Итак, в принципе, у нас в первом ряду чередуются лицевые и изнаночные петли. Мы довязываем с вами до первого маркера. Так, 2 лицевых, дальше идет 2 изнаночных. И здесь у меня последняя петля осталась, я ее провязываю лицевой петлей. Вот так. Маркер мы снимаем. Разворачиваем нашу работу. Делаем накид скрещенный и вяжем в обратную сторону. Вяжем по узору, то есть там, где у нас изнаночная петля, мы провязываем изнаночной петлей, там, где у нас лицевая, мы провязываем лицевой петлей. Так мы довязываем до центра. Две изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И в каждом из узоров, то есть в каждом размере у нас получается одна изнаночная петля по центру, да? Мы ее провязываем изнаночной петлей. И теперь мы должны провязать до следующего маркера. Мы должны с вами провязать также по узору. Сейчас, секундочку, простите. Вытяну спицу. Для удобства вязания. Итак, мы продолжаем по изнаночной стороне до следующего маркера. Так как у нас здесь одна изнаночная, значит мы следующую петлю должны тоже провязать изнаночной петлей. Изнаночная. И как узор у нас повторяется, мы с вами чередуем 2 изнаночные, 2 лицевые, опять 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, потом у нас идет накид. Скрещенно мы его провязываем, да, лицевой петелькой. Лицевая, 2 лицевых, и у меня в конце одна изнаночная петелька остается перед маркером. Маркер я снимаю, разворачиваем на лицевую сторону. У меня потерялся мой маркер красный. Как же я его делаю? Секундочку. Улетел маркер.
Надо его поставить на место, то есть где у нас центр спинки. Отсчитываю 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Так, нет. 16. Вот. Вот центр спинки. Итак, теперь смотрим наш узор. Что у нас идет дальше? У нас идет третий ряд. То есть у нас должно быть с вами 3 дорожки из лицевых, длинных, да? То есть вот она, центральная дорожка, одна, вторая дорожка тоже должна идти из лицевых петель. Остальные петельки получается 5 по 2 мы должны будем с вами провязывать квадратиками, чередуя изнаночные и лицевые петельки. То есть 1, 2, 3, 4, 5. А это у нас опять идет лицевая дорожка. Итак, теперь мы с вами делаем накид и провязываем в обратную сторону. Это лицевая дорожка. Дальше здесь у нас должен узор меняться. То есть мы провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И здесь должно быть 2 лицевые. Так, это те самые 5 квадратиков, которые у нас будут чередоваться с вами. Сначала лицевыми, потом изнаночными. И дорожки. Наши 3 лицевые дорожки. То есть следующие идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, центральный маркер, переснимаем, еще 1 лицевая. И дальше смотрим опять по узору, да? 2 изнаночные, 2 лицевые. Дальше у нас должны меняться 5 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5. До сих пор мы должны с вами поменять. Итак, там, где были изнаночные, мы провязываем 2 лицевые. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И последняя дорожка 2 лицевые. Дальше у нас идет 3 лицевых дорожки, то есть резинка 2 на 2 из 3 лицевых дорожек. Провязываем 1 лицевую. Здесь должна быть опять лицевая по узору. И у нас идет накид, который мы ставили в начале, да, это чтобы у нас не было дырочек, мы должны провязать накид вместе с следующей петлей, вместе лицевой петлей, вот так, за переднюю стеночку. И так опять смотрим на узор. 2 лицевые мы провязали, это дорожка из лицевых. Дальше идет 2 изнаночных, 2 лицевых. И здесь последняя петля, мы провязываем 1 изнаночную и снимаем маркер. Теперь переворачиваем работу, делаем накид и начинаем с лицевой петли. То есть в изнаночном ряду мы все петельки вяжем по узору. Там, где лицевые, мы провязываем лицевые, там, где изнаночные, мы провязываем изнаночные. Трудно только вот второй ряд, чтобы определиться, где у нас идут дорожки длинные, то есть из резинки 2 на 2, и там, где у нас идут квадратики, которые мы должны чередовать. Если вы с этим справитесь, то дальше пойдет как по маслу. Итак, над изнаночными мы провязываем изнаночные, над лицевыми мы провязываем лицевые. Центральный маркер мы с вами переснимаем на спицу и дальше довязываем до следующего маркера.
Мы дошли с вами до накида, который мы делали. Теперь смотрим на узор. То есть у нас шло 2, 3 изнаночные петли. Значит, это у нас должна быть изнаночной петлей. Вот и провязываем ее изнаночной петлей. Так, мы должны с вами перевернуть петельку, которая изнаночная. То есть убрать первую спинку назад. И обратно переснимаем накид. Теперь мы должны подцепить, получается, сзади, слева направо 2 петли вместе с накидом, да? Одну петлю с накидом. Цепляем слева направо и провязываем изнаночной петлей. Вот так. Дальше у нас по узору идет 2 лицевые, 2 изнаночные. И здесь остается 1 петля перед маркером, мы ее провязываем лицевой. Маркер убираем, переворачиваем на лицевую сторону. Здесь мы с вами должны сделать накид и рассмотреть наш узор. Итак, вот у нас идут наша резинка, да, длинная 2 на 2, а здесь чередующие 5 квадратиков. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше резинка идет 1, 2, и еще одна должна будет быть лицевая полосочка, да? То есть мы провязываем наши резиночку 2 на 2, наши столбики длинные. Вот мы их провязали, лицевые, изнаночные, лицевые. Дальше идет у нас 5 квадратиков, которые чередуются. То есть там, где были лицевые, мы провязываем изнаночными петельками. Там, где были изнаночные, мы провязываем лицевыми петельками. Так. 1, 2, 3, 4 и еще один разик. Там, где лицевые, мы провязываем изнаночные. И опять у нас идут 3 полосочки лицевых. То есть резинка 2 на 2. Мы ее провязываем точно так же. 1, 2. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. И здесь узор у нас чередуется. То есть опять наши 5 квадратиков. Там, где были лицевые, мы провязываем изнаночные. Там, где были изнаночные, мы провязываем лицевые. 2 квадратика, 3 квадратика, 4 квадратика, 5 квадратиков. Дальше узор идет опять резинка 2 на 2. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Должно быть 2 изнаночные, но у нас здесь наш накид. Мы его провязываем со следующей петелькой вместе за переднюю стенку изнаночной петелькой. Итак, получается 2 лицевые дорожки, и нам не хватает 3. Вот она будет наша 3-я лицевая дорожка. Дальше идет изнаночные по узору, но у нас идет прибавочка. Мы ее провязываем скрещенной за заднюю стеночку изнаночной петлей. Вот так. То есть 2 изнаночные, и дальше идет у нас лицевая петля. Маркер можно убрать. Дальше переворачиваем на изнаночную сторону. Здесь мы вяжем по узору, то есть мы делаем с вами накид. И там, где были изнаночные, мы провязываем изнаночные. Там, где лицевые, мы провязываем лицевые. И так до накида, который мы делали в начале лицевого ряда.
Так, мы дошли до накида. И теперь смотрим наш узор. Так, у нас должно было быть 3 лицевых дорожки. У нас их 2. То есть на изнаночной стороне это изнаночные дорожки. Раз, два. Должна быть еще одна. Но мы закончили здесь лицевой петелькой, поэтому мы должны с вами провязать лицевой петлей 2 петельки. То есть наш накид и следующую петлю мы провязываем вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Вот так. Дальше у нас опять идет 2 изнаночные петли. У нас здесь была прибавка у меня. У вас может быть прибавка в другом месте. Мы ее провязываем изнаночной петлей скрещенной. Так, еще одна изнаночная. То есть 3 дорожки у нас провязано, да? Раз, два, 3. Итак, дальше чередуем 2 лицевые. И до конца маркера у меня 1 изнаночная. Маркер убираем, переворачиваем на лицевую сторону. Теперь вяжем по лицевой стороне. Мы делаем с вами накид и продолжаем вязание. Итак, 3 лицевых дорожки. Вот они. Раз, два, 3. Угу. Да, раз, два, 3. 3 лицевых дорожки. Дальше мы чередуем. То есть эти у нас будут лицевые, и эта петелька должна быть изнаночной. Значит, накид я сделаю в другую сторону. Вот так. Итак, изнаночная, 2 лицевых. Дальше у нас идут дорожки, поэтому мы провязываем еще 2 лицевых. И чередуем, да, 2 изнаночных, то есть наши дорожки идут из резинки. 2 на 2, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Дальше мы должны чередовать, то есть наши 5 квадратиков. Мы провязываем 2 лицевых, 1 квадратик, 2 изнаночных, 2 квадратик, 2 лицевых, 3 квадрат, 2 изнаночных, 4 квадрат, 2 лицевых, это 5 квадрат. Теперь дорожки из резинки 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и еще раз 2 лицевые. Вот так. Дальше мы опять должны с вами наши 5 квадратиков поменять местами. То есть мы вяжем 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. И дальше идут 2, господи, резинка 2 на 2, 3 лицевых дорожки. То есть 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И последние 2 лицевых, третья наша лицевая дорожка. Дальше у нас идет чередование наших 5 квадратиков, то есть это 10 петель. Так как у нас были изнаночные, мы провязываем 2 лицевых. Дальше должно быть 2 изнаночных. У меня 1 изнаночная, идет накид. Значит, следующий накид я должна провязать вместе с следующей петелькой изнаночной петлей. Вот так. То получается 2 квадратика мы провязали. Третий квадратик, 2 лицевых, 4 квадратик, 2 изнаночных и 5 квадратик у меня не хватает, провязываем лицевой петлей. И маркер мы убираем. Так, с другой стороны у нас остался 1 маркер. Так что мы опять переходим на изнаночную сторону, делаем с вами накид и вяжем по узору до накида с лицевой стороны. Вот до сих пор. Этот момент я перемотаю, потому что петелек уже много, а вяжу я не так быстро, как хотелось бы.
Итак, мы почти довязали до накида. Остановилась перед первой петелькой, чтобы проверить узор. То есть, так как у нас здесь идет 3 изнаночных дорожки по изнаночной стороне, да, не забывайте, не путайте, то потом мы должны с вами чередовать, получается 5 квадратиков, да, 2 изнаночных квадрат, 1 изнаночный квадратик, дальше у нас должен быть лицевой квадратик, то есть мы провязываем следующую петельку лицевой, и наш накид со следующей спицей мы тоже, ой, со следующей петелькой мы должны с вами провязать тоже лицевой вместе с накидом. Так, чтобы нам это, провязываем его за переднюю стеночку лицевой петелькой. Итак, продолжаем дальше чередовать. То есть 2 квадратика мы провязали. Дальше идет третий, 2 изнаночные, четвертый 2 лицевые, и пятый 2 изнаночных. Но у меня одна перед маркером, поэтому маркер мы убираем и переходим на лицевую сторону. Итак, по узору у нас должно быть чередований наших квадратиков 5 раз, да, то есть 5 рядов. 1, 2, 3, 4. 4 раза мы сделали наши квадратики, да, чередовали. То есть у нас 4 квадратика. По узору у нас должно быть 5 квадратиков, а потом мы меняем резинку и квадратики местами. Итак, значит, в этом ряду мы также провязываем с вами. Там, где резинка, мы вяжем резинку, а там, где квадратики, мы квадратики чередуем. То есть там, где были лицевые квадраты, мы вяжем изнаночные, а там, где изнаночные, мы провязываем лицевые. Также смотрим и здесь. Так, вот наша резиночка. 1, 2, 3 лицевых дорожки. Дальше идут квадратики. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. Значит, он должен быть изнаночным в этом ряду. Поэтому мы делаем накид и провязываем следующую петельку изнаночной. Итак, по узору мы довязываем с вами. В принципе, дальше вяжем до конца. Итак, до конца, да, мы провязываем по узору с вами до тех пор, пока мы не дойдем до этого накида. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Мы дошли с вами, совсем забыла про этот накид, который мы вязали по изнаночной стороне. Дошли с вами до него, и дальше мы рассмотрим узор. То есть косы идут, дальше у нас после кос идут 5 квадратов. 1, 2, 3, 4, и это 5-й квадратик, да. Изнаночная у меня шла. Следующую петельку я должна провязать тоже изнаночную. То есть накид вместе со следующей петелькой провязываю изнаночной петлей. Дальше опять идет 2 лицевые, 2 изнаночные, и так до следующего накидика. И не забывайте провязывать прибавочки, которые мы делали, да, скрещенными петельками, чтобы они у нас не делали дырочек.
Итак, мы дошли до накида, получается, с правой стороны от маркера. Итак, смотрим на наш узор, и у нас эта петелька должна быть изнаночной петлей. То есть мы провязываем петлю вместе с накидом изнаночной петелькой. Вот так. Отсюда, наверное, у нас будет идти дальше узор, поэтому сюда можно повесить маркер. Вот так вешаем маркер, и здесь будет узор у нас начинаться. Так, мы провязали с вами, получается, квадратик из одной изнаночной, лицевой, изнаночной, да. Нам надо провязать по узору еще один такой же круг. То есть следующий круг мы также повторяем по узору. Там, где лицевые, мы провязываем лицевые, так как мы с вами перешли на круговое вязание, поэтому наша схема сейчас как раз так, как и должна выглядеть, выглядит. То есть теперь мы вяжем с вами по схеме, вяжем по кругу. Итак, мы с вами должны будем провязать, не добавляя никаких петель, ничего. Ширины, в принципе, нам будет достаточно, потому что мы сделали с вами прибавки в самом начале. Итак, это задняя сторона, да, приблизительно складываете и смотрите по переду. Замеряется от резиночки, от начала. От резинки мы с вами должны провязать. Сейчас я вам скажу. Итак, для моего размера 14 сантиметров. Для ваших размеров вы видите на экране. Дальше вяжете по узору. Узор я вам дала. Так что мы провяжем с вами самостоятельно 14 сантиметров. Встретимся уже, когда узор будет провязан. Мы провязали с вами на нужную нам высоту. Меряем мы по переду. То есть это у меня задняя часть, наш маркер висит. По передней части я провязала 14 сантиметров от резинки. Итак, остановилась я приблизительно около задней части. Не довязала тут примерно 5 петель, но это не важно. Сейчас мы должны наше полотно, наши петельки разбить на 2 части. То есть мы будем считать от центрального маркера задней части. У нас на спицах 100 петель для моего размера, 96 петель для размера от 0 до 3 месяцев и 112 петель от 6 до 12 месяцев. Делим на 2, то есть в моем случае это получается 50 петель. Итак, значит, от спинки я должна отсчитать в одну и в другую сторону по 25 петель. Берем маркеры, чтобы обозначить, где будет наши боковые части. Отсчитываю 25 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ставлю сюда маркер. Это у меня получается правая боковая часть. Дальше отсчитываю в другую сторону такое же количество петель от данного маркера. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Вот здесь. Я возьму свой центральный маркер и одену его на вторую боковую часть. Потому что центральный маркер мне уже не пригодится. Итак, мы разделили полотно на 2 части. То есть у нас равное количество петель и спереди, и сзади. Теперь 2 стороны мы должны с вами вязать отдельно. Начну я с задней части. Итак, мы начинаем вязать от боковой. Вяжем также по узору. И провязываем до тех пор, пока у нас на левой спице не останется 4 петли. Для моего размера, для вашего размера вы видите на экране. Так, вяжем по узору.
Итак, у меня на левой спице до маркера осталось 4 петельки. Дальше переворачиваем работу и вяжем в другую сторону. Первую петлю мы снимаем и дальше провязываем по узору. Смотрите по своему узору. Я вяжу по своему. И также мы вяжем в эту сторону, то есть в обратную, не довязывая до маркера 4 петли для моего размера. Довязали до конца. 4 петли не довязали. Переворачиваем работу на лицевую сторону. Теперь вяжем в обратном направлении. Вот у нас было не провязано 4 петли. Теперь вяжем до того момента, пока у нас не будет еще 2 петли. То есть этот промежуток хорошо видно, потому что мы здесь пропускали петельку. У нас более свободный. Теперь не довязываем 2 петли. И таким образом я должна буду провязать по 2 петли с каждой стороны 8 рядов. То есть 8 лицевых рядов. Это значит 16 рядов обратно поворотными. В общем, сейчас вяжем до тех пор, пока у нас на петлях не останется 2 петли. Вяжем по узору. У меня так получилось, что меняется узор в изнаночном ряду. У вас может быть по-другому, в зависимости от плотности вашего вязания. Так. Итак, 2 петли оставили. Дальше вяжем в обратном направлении до тех пор, пока у нас на петлях не останется 2 петли. Вяжем также по узору. Так. Вот, теперь с этой стороны 6 петель. Да, мы не довязали 2 петли. Переворачиваем работу. И смотрим. Мы с вами. Вот наша задняя часть. Получается, для моего размера, да, мы не довязали 4 петли, 2 петли. И с этой стороны то же самое. 4 петли и 2 петли. Таким образом, для моего размера мы должны по 2 петли оставлять 8 раз с каждой стороны. То есть 4 петли, потом 8 раз по 2 петли с одной стороны. И с другой стороны 4 петли и 8 раз по 2 петли. Таким образом у нас должно будет остаться в центре
10 петель. Для размеров от 0 до 3 мы не провязываем 5 петель и потом 7 раз по 2 петли с каждой стороны. То есть 5, 7 раз по 2 и с этой стороны 5, 7 раз по 2. И в центре у нас должно будет остаться 10 петель. Для размеров от 6 до 12 месяцев мы не провязываем с вами 4 петли и 9 раз по 2 петли и 1 раз 1 петля. И у нас должно будет остаться 10 петель на спицах. Итак, встретимся с вами, когда останется 10 петель. Петли я рассказала. Да, надеюсь, все понятно. Вот я провязала 4 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз по 2 петли. И у меня на спицах осталось 10 петель. У вас должно быть также 10 петель последние. Итак, эти 10 петель мы с вами закрываем простым способом. 2 петельки берем, вместе провязываем лицевой петлей. Скидываем петельку на левую спицу и провязываем ее и следующую петлю еще раз лицевой петлей. И так мы закрываем центральные 10 петель. Последнюю петельку мы тоже провязываем лицевой, затягиваем и оставляем хвостик для закрытия. Обрезаем ниточку, вытягиваем петельку. Так, наша задняя часть готова. Теперь мы переходим к передней части. У нас с вами был маркер. Переснимаем петельки до маркера. Переходим на центральную часть. И теперь будем вязать уже переднюю часть. Принцип вязания тот же. Раз, два, три, четыре. Угу. Так. Принцип вязания у нас тот же. Мы берем рабочую ниточку. Я обычно делаю петельку, чтобы у меня ниточка никуда не потерялась. Мне так удобнее. Вы можете просто взять, если вам так будет удобно. Так, маркер я пересниму пока что, чтобы мне не потеряться. Так. И начинаем вязать по лицевой части. Вяжем мы до тех пор, пока в конце, вот он наш красный маркер, пока в конце у нас не останется 6 петель для всех размеров. Вяжем по узору.
Здесь стоял маркер. Это там, где идет смена узора, да? У вас наверняка то же самое. Ну и ничего страшного, там буквально у нас пару рядов получается, да? До маркера у нас не хватает. Так, 2, 4, 6 петель мы не должны довязывать. 4 петельки, в принципе, ничего страшного. Здесь мы провязываем так, как и должно быть по узору. Два, 4, 6. Вот у нас 6 петель до маркера. Переворачиваем нашу работу и вяжем в обратную сторону, пока у нас на спицах с другой стороны также не останется 6 петель. Итак, мы довязали, у нас на спицах 6 петелек. Переворачиваем нашу работу и продолжаем вязать по лицевой стороне. Так, вот они, наши 6 петель. В следующий раз мы должны с вами не довязать. Для размера от 0 до 3 5 петель, от 3 до 6 6 петель и от 6 до 12 4 петли. Итак, 6 петель остаются еще не провязанными. Переворачиваем работу, вяжем по изнаночной стороне, не довязывая с другой стороны, также 6 петель. Не забывайте про узор. Итак, еще 6 петель остаются не провязанные в изнаночном ряду. Переходим на лицевую сторону. Так, ну, тут проще так продеть, чтобы было удобно вязать. Итак, в лицевом ряду мы с вами должны не довязать 4 петли для размеров от 0 до 3 месяцев, то есть еще 4 петли не довязываем, 4 петли для размера от 3 до 6 и 4 петли для размера от 6 до 12 месяцев. Получается 4 петли для всех размеров. Итак, остается еще не провязанные 4 петли. Переворачиваем работу на изнаночную сторону. По этой стороне тоже у нас должно остаться в конце не провязанными 4 петли. И не забывайте про узор. Итак, остается еще 4 петли не провязанные.
Переходим на лицевую сторону. В следующем ряду для размеров от 0 до 3 мы не провязываем 3 петли. От 3 до 6 месяцев 2 петли. И от 6 до 12 4 петли. Две петли у меня остается. Переходим на изнаночную сторону. Также мы должны с вами не довязать по изнаночной стороне 2 последние петли. Для моего размера, для размера от 0 до 3 3 петли и от 6 до 12 4 петли. Осталось 2 петли. Итак, следующий лицевой ряд мы не довязываем с вами. Для размера от 0 до 3 1 петлю, от 3 до 6 2 петли и от 6 до 12 2 петли. Две петли не довязываем, переворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем до тех пор, пока от 0 до 3 одну петлю не провяжем, от 3 до 6 2 петли и от 6 до 12 2 петли. Две петли не довязываем, и у нас остается не провязанными 10 петель для размеров от 0 до 3 и от 3 до 6. Для размеров от 6 до 12 месяцев мы повторяем еще раз по 2 петли с каждой стороны и один раз по одной петле. Итого размер от 6 до 12 дойдет также до 10 нужных петель. То есть от 6 до 12 надо провязать еще 4 ряда, не довязывая по 2 петли и по одной петле. Теперь мы заканчиваем с вами наши 10 петель, точно так же, как мы делали на стороне спинки, сокращая по 2 петли. 10 петель. Так, и здесь в конце ряда мы не будем с вами обрезать ниточку, мы продолжим наше вязание, разделяя уже на штанины, одну и вторую часть. Просто начинаем наше вязание по кругу. Я пересняла на чулочные спицы. Дальше мы будем с вами вязать по кругу. Первый ряд мы должны с вами провязать лицевыми петельками
тем самым убавить нашу петлю для моего размера, да, и для ваших размеров получается так, что от 0 до 3 на спицах должно быть 38 петель вместе с петелькой, которая у нас идет от передней части. Итак, а на спицах должно получиться у вас 36 петель. То есть вам надо будет сократить где-нибудь, вообще в любом месте, 2 петли. У вас должно быть 36 петель на всех спицах. Так, для моего размера мы должны сократить с вами только 1 петлю. Вот ее, в принципе, сейчас вместе и провяжем в начале ряда. Так, а для размера от 6 до 12 петель мы должны с вами убрать. Так, на спицах у вас сейчас 46 петель. Вместе с этой петелькой 47 петель. Должны убрать 3 петли. Тоже в любом из мест убираем 3 петли. Итак, провязываем лицевой ряд. Для моего размера мы делаем убавку в самом начале ряда. Мы ее провязываем лицевой петелькой. Итак, лицевыми провязываем по кругу. Этот момент я перемотаю, потому что это очень долго. И в принципе этот ряд понятен. Мы провязали с вами ряд лицевых и убавили нужное нам количество петель. Итак, для размера от 0 до 3 на спицах должно получиться 36 петель. От 3 до 6 должно получиться 40 петель. И от 6 до 12 месяцев у нас должно получиться 44 петли. Дальше переходим на резинку 2 на 2. Мы начинаем с 2 лицевых и продолжаем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так мы вяжем с вами до конца ряда. Ну, в принципе, и вязание у нас проходит по кругу. Итак, мы с вами должны будем провязать резинкой приблизительно 2,5-3 сантиметра для всех размеров. Встретимся, когда провяжем нужное нам количество. Я буду вязать 3 сантиметра в высоту. Я провязала резинкой 2 на 2 3 сантиметра. Обрезала ниточку, вставила в иголочку. Теперь мы будем закрывать нашу резинку 2 на 2. Итак, вводим иголочку в 2 лицевые петельки справа налево и поддеваем сразу изнаночную петельку снизу вверх, то есть также справа налево. 3 петли мы поддеваем, протягиваем ниточку и снимаем первую лицевую петельку со спицы. Теперь возвращаемся, подхватываем лицевую петельку слева направо, снимаем ее. Так, подождите, мы ее сняли, и теперь подхватываем с этой стороны. Вот видно, вот наша петелька, вот наша ниточка шла, ее видно. Теперь мы должны с лицевой стороны подхватить лицевую петельку, то есть мы ее хватаем за левую стеночку, вот так, и подхватываем следующую лицевую петельку, пропускаем 2 петли изнаночных, подхватываем лицевую, протягиваем ниточку, сильно не затягиваем. Теперь мы должны с вами вернуться в изнаночную петельку снизу, то есть с изнаночной стороны на лицевую, и подхватываем следующую изнаночную петельку, вот так, и вытаскиваем ниточку. Теперь снимаем 2 изнаночные петли со спицы, вот так.
Теперь мы должны с вами вернуться к лицевым петелькам. То есть мы первую лицевую петлю снимаем, вдевая, да, с лицевой стороны, вот так в петлю, и поддеваем следующую лицевую петельку. Вытягиваем ниточку. Теперь возвращаемся к изнаночной стороне, подхватываем нашу изнаночную петельку за левую стеночку, вот так, и возвращаемся к следующей изнаночной петельке. Вытягиваем ниточку. Вот так. Дальше возвращаемся опять к нашей лицевой петле. Мы ее снимаем слева направо, да, вдевая вот так вовнутрь, и подхватываем следующую лицевую петельку справа налево и протягиваем ниточку. Возвращаемся к изнаночной. Мы подхватываем ее вот так, снимаем, и следующую изнаночную петлю мы продеваем справа налево и подтягиваем ниточку. И так продолжаем. Так, снимаем нашу изнаночную петельку и продолжаем. Лицевую петельку мы подхватываем, снимаем ее и подхватываем следующую петлю лицевую. Возвращаемся к изнаночной петле, подхватываем ее за левую стеночку, вот таким образом, и в следующую изнаночную петельку мы вдеваем нашу иголочку справа налево. Возвращаемся к лицевой петле. Так, вот наша лицевая петелька, мы ее снимаем. Так, вот лицевая петля, мы ее снимаем, вдевая с лицевой стороны иголочку, пропускаем 2 изнаночные петли и цепляем справа налево следующую лицевую петельку. Возвращаемся к изнаночным петелькам, снимаем петлю изнаночную и подцепляем следующую изнаночную петлю, которую мы тоже снимаем. Вытягиваем ниточку. Возвращаемся к лицевым. Лицевую мы снимаем, вдеваем следующую лицевую петельку справа налево, вытягиваем ниточку. Возвращаемся к изнаночной петельке, которую мы должны с вами подхватить за левую стеночку, и цепляем следующую изнаночную петлю справа налево. Опять возвращаемся к лицевым петлям. Лицевую петельку мы снимаем таким образом и подцепляем следующую лицевую петлю. Вот так. Возвращаемся опять к изнаночным петлям. Одну петлю мы снимаем, вдевая с изнаночной стороны на лицевую, и вторую петлю справа налево мы тоже снимаем. Ниточку подтягиваем. Опять возвращаемся на лицевые петельки. Одну петлю мы снимаем слева направо, вдевая, вторую подцепляем справа налево. Подтягиваем ниточку, возвращаемся к изнаночным петелькам. Подцепляем левую стеночку и следующую изнаночную петельку справа налево. Возвращаемся к лицевым петелькам. Снимаем петлю лицевую и подхватываем следующую лицевую петлю справа налево. Подтягиваем ниточку.
Возвращаемся к изнаночным петелькам. Снимаем первую слева направо, вторую подцепляем и снимаем справа налево. И вытягиваем ниточку. Теперь переходим опять на лицевые петельки. Итак, лицевую петельку мы снимаем слева направо, следующую подцепляем справа налево. Возвращаемся опять к изнаночным петелькам. Изнаночную петельку мы подхватываем за левую сторону и подхватываем следующую справа налево изнаночную петельку, подтягиваем ниточку и возвращаемся обратно к лицевым. Снимаем лицевую слева направо и подхватываем через 2 изнаночные петельки лицевую петлю справа налево. Опять возвращаемся к изнаночным петелькам. Снимаем первую слева направо, подхватываем и снимаем вторую изнаночную петлю справа налево. Ниточку подтягиваем, возвращаемся к лицевым. Одну снимаем слева направо, подхватываем справа налево, вытягиваем ниточку, возвращаемся к изнаночной снятой петельке, подхватываем ее за левую стеночку справа налево и подхватываем следующую изнаночную петельку справа налево, ниточку подтягиваем, возвращаемся к лицевой опять, подхватываем, снимаем, следующую подхватываем справа налево, переходим опять на изнаночную, снимаем одну слева направо и снимаем вторую справа налево. Возвращаемся к лицевой. Лицевую снимаем слева направо, подхватываем справа налево. Вытягиваем нашу ниточку. Возвращаемся опять к изнаночным петелькам. Снятую последнюю изнаночную петлю мы подхватываем за левую стеночку справа налево и подхватываем следующую изнаночную петельку справа налево. Ниточку вытягиваем. Так. Возвращаемся к лицевым петелькам. Последнюю петельку мы снимаем справа налево и подхватываем следующую петлю лицевую справа налево, ниточку вытягиваем, подтягиваем, вернее. Продолжаем изнаночные петельки слева направо и справа налево. Снимаем 2 петли, подтягиваем ниточку, лицевые слева направо и справа налево, подтягиваем ниточку, возвращаемся к изнаночной снятой. Ниточку подхватываем за левую стеночку справа налево и следующую изнаночную петельку захватываем также справа налево, подтягиваем нить. Опять наша лицевая петелька, мы снимаем ее слева направо, подхватываем следующую лицевую петлю справа налево. Изнаночные петельки слева направо снимаем, потом справа налево вдеваем, снимаем. Лицевые петельки слева направо снимаем, справа налево подхватываем, возвращаемся к снятым изнаночным петлям. Изнаночную петельку подхватываем за левую стеночку справа налево и следующую изнаночную мы также подхватываем справа налево, ниточку подтягиваем, возвращаемся к лицевым петелькам, слева направо снимаем. У нас была первая ниточка, первая петелька снята, мы ее подхватываем за правую стеночку, ниточку подтягиваем. Теперь изнаночные петельки, одну петлю снимаем слева направо, вдевая иголочку, вторую петельку справа налево снимаем. Так, подтянули. Теперь возвращаемся к лицевой петельке, мы ее подхватываем за правую стеночку, продеваем в следующую лицевую петельку, возвращаемся к изнаночным петлям, подхватываем изнаночную за правую стеночку и просовываем через следующую изнаночную, подхватывая ее за правую стенку, ниточку подтягиваем. Теперь прячем
нашу ниточку я прячу таким образом. Беру лицевую петлю и по краю вот так круговыми движениями вдеваю иголочку. Вдеваю до конца резинки и вытягиваем ниточку. Здесь можно сделать узелочек. Вот так. И пройтись по второй части. Точно так же прокручивая иголочку по лицевым петлям, только уже вверх. И вот тут мы выводим иголочку наверх. Все, можно ниточку снять и потом обрезать ниточку по самому краю. У нас уже никуда она не денется. Одна штанина у нас получилась. Вторую штанину мы также вяжем, как и первую. Переносим наши петельки. Первый ряд провязываем лицевыми петлями, убавляя то количество, которое нам надо. Провязываем столько же рядов, сколько было провязано на первой штанине. Закрываем петельки таким же образом, как и здесь. Хвостик здесь можете оставить побольше для закрытия петелек по центру. Итак, мы самостоятельно провязываем вторую штанину точно так же, как и первую провязывали. Встретимся с вами на закрытии петелек уже. Мы провязали с вами 2 ножки, 2 резиночки. Теперь нам надо закрыть центральную часть. Берем нашу ниточку, хвостик, который мы оставляли при вязании второй ножки. Вставляем в иголочку. И теперь начинаем закрывать. Прикладываем 2 части друг к другу. И на каждой части мы видим цепочку из лицевых петель, да, то, что мы закрывали с одной и с другой стороны. Теперь мы подхватываем с вами вот так лицевую петельку и протягиваем ниточку. Теперь на обратную сторону переходим, на заднюю часть. Подхватываем косу целиком, то есть начиная от задней стеночки до передней стеночки. И вытягиваем ниточку. Подхватываем теперь с этой стороны косу. Задняя стеночка, передняя стеночка. Вот так. Возвращаемся на другую. И теперь берем следующую косу. Вдеваем в нее иголочку. Вот так. Вдеваем в нее. И переходим на эту сторону, на переднюю часть. И подхватываем следующую косу. Также за 2 стеночки. Сейчас проще вытащить здесь ниточку. И на этой части, на передней, мы также вдеваем с вами в петлю целиком за переднюю и заднюю стеночку. Опять возвращаемся к задней части. Поддеваем петлю полностью. И переднюю часть. Также продеваем петлю полностью. Такой аккуратный шовчик у нас получается. Опять на заднюю часть переходим, да, вдеваем иголочку сверху вниз. И нижняя часть также сверху вниз. И подтягиваем ниточку. Опять возвращаемся. Задняя, передняя часть. И так мы чередуем до конца нашего вязания. Таким образом мы закроем с вами центральную часть.
Так, в самом конце, чтобы у нас не было дырочки, мы также подхватываем петельки. Лицевая. И здесь у нас тоже шла лицевая первая петелька. И вот мы спрятали. Так, теперь делаем несколько оборотов туда-сюда. Выходим на изнаночную сторону. Здесь мы с вами делаем узелочек. И прячем ниточку. Ниточку можно обрезать. И шортики получаются готовы. Так, это у нас передняя часть. Это у нас задняя часть. Теперь для тех, кто будет использовать шнурочек, а не ленточку. Берем ниточки и крючок. Я взяла 2 миллиметра. Набираем воздушную цепочку длиной приблизительно в 35-40 сантиметров. Кому, в принципе, сколько нравится, да? Количество воздушных петель я вам не скажу. Просто берете метр или линейку. У меня сейчас метра нет под рукой, есть линейка. Так. Вот такая у меня линейка. Прикладываем нашу цепочку. Сейчас провязано 6,5 сантиметров. И так нам надо провязать, ну, давайте 40 сантиметров сделаем. Для того, чтобы у нас были красивые бантики. Провязываем цепочку из воздушных петель длиной в 40 сантиметров. Итак, я набрала цепочку 40 сантиметров. Вот вдвойне у меня получается 20 сантиметров в сложенном виде. Теперь делаем так. Набираем одну воздушную петлю и через одну петлю начинаем провязывать наши столбики без накида. Полустолбики, да, или как они называются, я не особо вяжу крючком. Я больше люблю спицы. Вот так мы провязываем до конца цепочки. Встретимся в конце. У меня осталась последняя петелька, я ее также провязываю. Провязали. У нас получается вот такая цепочка. Итак, дальше мы начинаем набирать опять воздушные петли. И набираем их до тех пор, пока мы не наберем такое же количество, как и на предыдущей части цепочки, той, которую мы провязали. То есть мы вот так складываем вдвойне. Да, вот он наш край, мы его складываем. И должны провязать на ту же самую длину, как и первая цепочка.
Если вы сделаете чуть больше, ничего страшного в этом нет. Еще примерно 5-6. Прикладываем, смотрим. Вот у нас получается половинка. Итак, теперь опять делаем одну воздушную петлю и через одну петлю начинаем точно так же вязать нашу лжеленточку. И так продолжаем вязать другую сторону до тех пор, пока мы не свяжем до середины. Здесь потом мы делаем с вами узелочек и обрезаем ниточку. То есть это у нас получится центральная часть веревочки. Ее будет не видно. Потом мы вставляем нашу ленточку в штанишки и на концах нашей ленточки мы берем и делаем узелочки. И вот так аккуратненько будет выглядеть кончик нашей ленточки. На этом шортики наши готовы. В принципе, на этом все. Спасибо.